Ого, каким холодным дует. Давайте будем смотреть, что это за кондиционер. Привет всем, вы на канале Китай QX, и у нас очередная посылочка. Эта посылочка не из Китая, купленная тут, к сожалению, на Алиэкспрессе я не нашел. Это у нас мобильный кондиционер. Марка у нас Wet Air VPAC M09K. Стоимостью $240. Ну что ж, вот так вот он приехал упакованный. Упаковка прям классная. Сбоку у нас еще такие картонные вставочки. К этому претензий нету. Приехало все целое, хорошее и классно упакованное. Что у нас по комплектации? А по комплектации у нас кондиционер, естественно. Монтажный комплект воздухоотвод. И к нему такая рейка специальная. Инструкция, пульт и труба дренажная для слива воды. Вот и комплект поставки. Батареи в комплекте нету, придется прикупить отдельно. Ну, не знаю, зачем вам батарейки, если тут есть приложение Tuya умный дом. Да, этот мобильный кондиционер подключается к умному дому. Давайте сначала по техническим характеристикам. У нас есть моделька 07-09, у них характеристики почти одинаковые, просто разная квадратура, на которой они могут работать. У нас моделька 09, технические характеристики: мощность 780 до 1000 Вт, получается в каком режиме работает. Тут есть два режима работы. Вообще 3 режима работы, но я имею в виду на охлаждение 2 режима работы. Охлаждение, осушение и просто вентилятор. Эти все 3 режима могут работать еще в подрежимах, то есть быстрый и медленный режим. Это все, что умеет этот кондиционер. Модельки подороже умеют еще нагревать воздух, то есть у них есть 4-й режим. Напряжение до 240 вольт, осушение 19 или 21 литр в сутки. Он может работать как осушитель воздуха. У кого влажные помещения, я думаю, топ. Рабочее пространство 25-30 квадратов. Это зависит тоже от того, какой режим у вас выбранный. Поток воздуха, который он через себя пропускает, 300-330 кубических метров в час, работает на хладогене R290, который типа более экологически чистый, но, насколько я знаю, он горючий. Диапазон рабочей температуры от 5 до плюс 35, то есть если у вас в комнате будет плюс 40, что он работать не будет? Я думаю, будет, не знаю, для кого написали. Вес 20,5 килограмм, такой увесистый. Размеры кондиционера 30 на 30, высота 70, то есть очень компактный. А если хотите, чтобы у вас в этом году не было жарко в помещении, подпишитесь на канал, поставьте лайк, сделайте спонсорство хотя бы на 1 месяц или купите чашечку кофе в BuyMeACoffee. Вам не сложно, мне приятно и, возможно, у вас в комнате будет прохладно. Спасибо. Что у нас по внешнему виду? Внешний вид выглядит классно, минималистично, такой белый, знаете, стиль, наверное, Xiaomi больше. Классно выглядит, впишется в любой интерьер, такая верхушечка черная, как вы видите. Сверху у нас панель управления, к ней вернемся немного позже. Сбоку у нас такие ручки для, так сказать, перевозки его. Сзади у нас решетки, снизу у нас колесики и также снизу сзади у нас слив воды. Как написано в инструкции, слив воды вам понадобится только если вы осушаете помещение. Вот такой вот дизайн. Пульт у нас, пульт вот такой вот беленький, к нему тоже позднее вернемся. Еще у нас тут шторка регулируется вручную, то есть автоматического поднятия или направления шторки нету. Что у нас по установке? Скажу сразу, желательно, чтобы вот эта труба, которая круглая выходит сзади, она была минимального расстояния. То есть, чем меньше у вас этой трубы в помещении, тем эффективнее будет охлаждение. Почему? Да потому что эта труба греется и греется неплохо. Далее я это вам тоже все покажу. Мы будем проводить глобальный тест, засекать время, проверять температуры. Короче, все будет. Смотрите далее, не перематывайте, не переключайтесь. В данном случае у меня она будет буквально сантиметров 15 в комнате. Дренажную трубу, если вы не будете пользоваться осушением воздуха, в принципе не надо, но я бы советовал, а вдруг у вас будет жаркое помещение, влажное помещение, вы включите охлаждение и испаритель не будет успевать испарять воду. Испаритель тут работает по принципу: с верхнего отсека, получается с верхнего радиатора идет конденсат, опускается вниз на нижний радиатор. Нижний радиатор у нас, естественно, горячий, эта вода попадает на нижний радиатор и испаряется. Вот таким принципом работает испаритель. И этот увлажненный воздух вылетает в трубу на улицу. Если вы подключите к окну, это, конечно, надо химичить, эту вставку. У нас окна у всех открывающиеся такие в бок. Для этого кондиционера подойдут классно раздвижные окна. Но у нас мало домов, где раздвижные окна, насколько я знаю. Желательно, если у вас труба сразу выходит на улицу, то там поставить какой-нибудь клапан. Например, вот как вы сейчас видите на фотке. Такой, чтобы открывался
и закрывался, чтобы вам не сквозило лишний раз, ну и никакая птица туда не залетела, допустим, да. И все, после того, как мы все установили, вот так вот это красиво выглядит, вот так вот у меня выведена труба и дренажный слив. Ну, я сделал, пусть будет. Также еще покажу немного вам сетки, верхняя сетка, нижняя сетка, они довольно крупные, но я так подразумеваю, что они просто защищают кондиционер от попадания каких-то больших частиц. Ну, в принципе, пыль на них собирается, после часа работы я уже увидел на сетках пыль. Вот так вот они выглядят, в принципе, если есть желание, можно чуть-чуть меньше установить, не сильно этим увлекайтесь, потому что будет плохая тяга. Еще я бы советовал каждый месяц снимать и мыть их, это, так сказать, не помешает вашему здоровью. Ну и после этого мы его просто включаем в розетку. Я еще тут добавил дополнительную розетку по замеру потребления, специально, чтобы показать вам, сколько он реально потребляет за час света. Ну, за час, за два, это мы далее будем тестить. Что у нас по пульту и по управлению? Панель управления сверху, как я и сказал, вот так вот выглядит. Буду показывать ее вместе с пультом вам. Почему вместе с пультом? Да потому что на пульте просто дублируются кнопки панели управления верхней. У нас есть кнопка Power посерединке снизу. Это у нас кнопка включения-выключения. Дальше слева-справа у нас Down Up. Это у нас настраивается або таймер, або температура. Кнопка Modes есть. Это у нас настройка идет режимов. Потом кнопка блокировка от детей. Слева у нас кнопка Speed, регулировка скорости вентилятора. Так же самое у нас, как мы видим на пульту. И кнопка таймер у нас включает таймер от часа до 24. И кнопка таймер, если ее зажать на 3 секунды, подключает приложение Tuya. Это мы дальше тоже будем разбирать. На пульту у нас есть еще дополнительно кнопка Sleep и смена Цельсий на Фаренгейты и назад. Но я вам сразу скажу, Цельсий на Фаренгейте у нас в принципе не знаю кто пользуется, а кнопка Sleep просто делает экран темнее, который показывает температуру. Все. И также у нас есть тут 6 индикаторов сверху. Получается, первый, второй индикатор показывает, какой скорости у нас крутится вентилятор, то есть первая, вторая скорость, третий индикатор Wi-Fi, четвертый индикатор режим охлаждения, пятый индикатор режим осушения, шестой индикатор режим просто вентилятора. Немного про дисплей или экран, кому как угодно. При режиме охлаждения он показывает температуру, которую вы хотите достигнуть, то есть которой вы выставили на охлаждение, например 23 градуса, и он ее будет поддерживать. При режиме вентилятор и осушение он показывает температуру, которая сейчас в комнате. Также экран может показывать время настройки, когда вы выбираете таймер плюс-минус, он показывает по часам время настройки. Переходим к подключению Tuya. Приложение Tuya качаем, вот так вот выглядит, запускаем, отдаем его все разрешения, регистрируемся желательно. Если у вас есть умный дом и вы смотрите мои видео и у вас есть умный дом, то вы по-любому уже зарегистрированы. После того, как вы включите кондиционер в розетку и запустите его, он сам должен появиться в Tuya сразу. Если он не появляется, зажимаем вот эту вот кнопочку с таймером на 3 секунды. Начинает моргать индикатор Wi-Fi. В приложении Tuya он появляется автоматически. Если не появился, ищем его в списке. Там есть в списке мобильные Wi-Fi кондиционеры. И подключаемся. Вводим свою сеть 2,4 ГГц. Далее. И все, кондиционер у нас подключен. Вот так вот выглядит основное меню кондиционера. Давайте пробежимся по основному меню. Сверху, если мы нажмем на ручечку, мы сможем с вами переименовать устройство, задать ему комнату, также поддерживать голосовое управление, посмотреть информацию об устройстве, настройку сети проверить, прислать уведомления, если будет офлайн, добавить на главный экран, проверить наличие обновлений, которых почему-то нету, и управление аксессуарами. Тут тоже можно добавить, но почему-то тоже нету. Если мы вернемся назад, мы сверху видим название, наш кондиционер, температуру, которая у нас выставлена, которую мы хотим. Снизу у нас маленьким написана температура, которая сейчас в комнате. То есть так же само этот кондиционер работает как термометр в комнате. Это тоже удобно. Если мы нажмем правую кнопку меню, там будет у нас таймер, защита от детей, ночной режим, который тоже можно включить-выключить, и можно переключить Фаренгейты и Цельсии. Тут больше настроек нету. На главном видим две надписи Mod и Fan Speed. То есть Mod это что у нас включено сейчас: охлаждение, вентилятор или осушение. Fan Speed это у нас режим вентилятора, быстрый и средний, скажем так. Он тут не очень маленький. И включение-выключение. После того, как мы включили-выключили, следующая кнопка у нас переключает режимы. И третья переключает вентилятор, скорость вентилятора. Можно сказать, что дублируются все кнопки, которые есть на кондиционере и на пульту. Теперь давайте пробежимся по сценариям.
запустим и потом уже будем его тестить. Еще скажу, что кондиционер управляется с любой точки мира. Вы можете уехать куда хотите и включать его, выключать, расписание задавать. Главное, чтобы у вас был на телефоне Wi-Fi, чтобы дома был Wi-Fi, чтобы кондиционер мобильный был подключенный к Wi-Fi, и это все будет работать. То есть вы сказали там: окей, Google, включи кондиционер, он включил. Ну или Alexa, смотря кто чем пользуется. Работает ли с Алисой, не знаю. Что ж у нас по сценариям? Если мы вот так вот создадим сценарий при изменении статуса устройства и посмотрим, какие у нас есть функции, и тут, как вы видите, есть у нас включить-выключить, температура, которая установлена, или хотите установить температура, которая на кондиционере, которая в комнате, режимы мода, режимы вентилятора, потом блокировка. Некоторые функции тут есть, но они в этой модели кондиционера не присутствуют, чтобы вы сразу знали. Ионизация вот там снизу, вот тут по-китайски что-то написано, вообще непонятно. Половину функций тут практически, можно сказать, в приложении не нужны, потому что они не работают, они для более крутых кондиционеров. Например, есть кондиционеры, подобные модели, которые еще умеют греть помещение, то есть они работают зимой до -5 на улице. Но нас интересует вот это вот первых 6 вкладок, это самые основные, которые есть в этом кондиционере, и они будут 100% работать. Давайте создадим сценарий, чтобы кондиционер включался при определенных условиях. Например, выберем температуру 26 градусов. При 26 градусов на кондиционере, не то, что мы установили, а температура на кондиционере. И еще при тому, как у меня будет закрыто окно, вот датчик окна открытия, если окно будет выключено в данном случае это датчик замкнутый. Вот при этих условиях, но надо выбрать при выполнении всех условий, чтобы они выполнялись одновременно. Если будет какой-то из них, то он будет включаться просто по температуре, не обращая внимания на окно. Далее, что мы будем делать? Правильно, мы включаем кондиционер и выбираем режим Cool, потому что далее я буду создавать сценарии, при которых кондиционер будет включать вентилятор, и по идее после следующего включения он будет на вентиляторе работать. Нам этого не надо. Выбираем, когда он будет работать, например, днем, потому что ночью под него спать невозможно, это я вам тоже далее покажу. И настраиваем сценарий. И сохраняем, называем. То есть, если у нас температура больше 26, закрытое окно, он включается и охлаждает. Я считаю, это прям круто. В ускоренном виде, что можно прокляцать, например, можно создать сценарий, включить кондиционер по датчику температуры, который вы тоже сейчас видите. У меня есть отдельное видео на это, и на это есть видео, и на это. Все ссылочки на эти датчики будут в описании. Датчик температуры, открытие окна, ну не знаю, можно на датчик присутствия, который у нас далее будет в обзоре, тоже сделать настройку кондиционера. Если вы пришли в комнату, датчик присутствия, хопа, вы в комнате, ага, температура выше там 26, надо охлаждать, и он включается. Также можно, не знаю, если у вас есть умный счетчик, кстати, тоже есть в обзоре, можно, если, например, общее потребление дома там больше 3 киловатт, а вы не хотите, чтобы кондиционер переходил в режим вентилятора на какое-то время. Тоже, кстати, хорошо и удобно, чтобы не давать нагрузку на счетчик. Есть много использований сценария, прокляцываю, показываю вам, пока тут рассказываю, чтобы вы видели, что можно в принципе настроить. Вы себе смотрите, сценарий настраивается легко. Тут ничего сложного нету, тут просто ваше воображение как играет, так вы себе и настраиваете. Можете по влажности даже осушитель включать. Кстати, да, датчика влажности в кондиционере нет, а если у вас будет вот такой вот термометр и там есть датчик влажности, то вы сможете по нем регулировать себе влажность в комнате, то есть включать и выключать. Не забываем, что при осушении обязательно должна быть подключена дренажная труба, потому что будет выделяться вода. И когда вы уже себе все настроили, все режимы настроили, у вас все красиво работает, вы еще можете, например, купить Google колонку или просто на телефоне сказать: окей, Google, сразу добавлю, чтобы работала колонка, или на телефоне вам надо обязательно поставить приложение Google Home и настроить его, то есть привязать до TUI аккаунта. Если вы не привяжете, не настроите, то работать это не будет. То есть ставим TUI, настраиваем, ставим Google Home и настраиваем еще туда, ну просто добавляем аккаунт TUI, и у вас все будет работать как в этом случае. Окей, Google, turn on condition. All right, turning the air condition on. Ну а теперь переходим к тестам.
Вот так вот я тут все установил, включил таймер. Хочу показать вам, за какое время, при каких условиях он будет охлаждать. Вот уже все поехало, стартануло, еще поставил мультиметр, чтобы вы видели температуру на выходе самого сопла. Конечно, она будет зависеть от температуры входа, то есть если температура у вас в комнате будет 40, то, конечно, температура на выходе будет чуть-чуть выше. Если температура будет, как в данном случае, 26-27, то температура будет, сейчас увидим, но будет довольно холодная, поверьте мне. Также далее я вам покажу, насколько он шумный. Сейчас мы протестим, как он охлаждает. Охлаждает он классно и очень быстро, кстати, довольно быстро. Я вообще был удивлен. Сейчас вот в ускоренном вы видите, как это все происходит. Еще хочу показать, какая температура сейчас трубы. Вот, а температура трубы у нас 42, 45 бывает, и даже бывает 50. Это тоже зависит от того, в каких условиях работает кондиционер. В моих условиях сейчас температура такая вот. Я вам скажу, я думал, будет горячее, но представьте, если у вас эта труба будет 1,5 метра в комнате, температурой 40-50 градусов, и это все тепло будет вам идти назад, как батарея, греть помещение. Это нафиг не надо. Желательно минимум этой трубы оставлять в помещении, как сделал я. По установочным характеристикам написано, что желательно, чтобы кондиционер стоял полметра от стены или от мебели. Но, как вы видите, я оставил тут сантиметров 15-20. Этого с головой хватает, чтобы он затягивал воздух. Я не понимаю, зачем там полметра. Наружный корпус кондиционера почти не греется. Вот так вот поставил, вот так вот работает. Работает классно. За мной, если что, не повторяйте. Устанавливайте так, как написано в инструкции. Это вы все делаете на свой страх и риск. Я не рекомендую так ставить. Вот такая вот температура. Кстати, на выходе, как вы видите, он уже нормально так подостыл. 9-10 градусов, бывало даже до 8 опускалось. Я в шоке. Представьте, плюс 9 выходит с кондиционера, плюс 9. Охлаждает, как вы видите, быстро. Сейчас уже прошло вон 15 минут, а у нас в комнате уже почти 23 градуса. Мы выставили 23 градуса, как вы видели. Почти 23 градуса. Вот я еще дополнительно тут термометр второй держу, чтобы видеть. И также вот вам графики, при каких условиях на улице, при каких условиях в комнате, как быстро это все работало и охлаждало. Вот вам скриншоты, чтобы вы видели. Вот так это все происходило. И за вот такое вот время. То есть буквально 15 минут кондиционер охладил с 26,5, на втором термометре вообще было 27 с копейками, охладил до 23 и перешел в режим ожидания. Вентилятор крутится. Я вам скажу еще так, вентилятор крутится постоянно, пока у вас работает кондиционер. Вот так вот, короче, он охлаждает, реально справляется. Вы видите скрины по температурам, какая температура сейчас на улице, в помещении, как это быстро все работало. Мне нравится, претензий к этому нет. Также этот кондиционер за час работы, как вы видите, у нас взял полкиловатта света. То есть у него заявлено в характеристиках до 1 киловатта. Он работал на максимальном режиме. Вот при этом режиме, как вы видите, охладил с 27 градусов почти до 23. За час работы взял полкиловатта. Почему полкиловатта, а тут написано киловатт? Потому что он выключается, и в режиме вентилятора он берет всего лишь 90 ватт. То есть пока он не охлаждает, крутится вентилятор, он берет 90 ватт, когда охлаждает, берет киловатт. И суммарно в этом все он за час берет полкиловатта в среднем, плюс-минус, тоже смотря на сколько у вас горячий воздух и сколько ему надо работать. Теперь еще хочу показать уровень шума. Уровень шума возле кондиционера и уровень шума чуть-чуть дальше, в середине комнаты. Кстати, да, квадратура этой комнаты 18,5 квадратов. Это вот так вот он справляется с комнатой 18,5 квадратов. Высота потолков 2,50. А теперь тест шума. Как вы посмотрели тест шума, в принципе заявлено до 55 дБ шума, так и есть, он громче не работает. Один режим 54-55, второй режим 50, даже бывает и меньше. Это когда возле самого кондиционера. Если вы чуть дальше стоите, уже даже ниже 50 опускается на низком уровне вентилятора. Ну, как бы не шумно, не прям шумно, но спать при таком звуке невозможно. Режим Sleep, который есть в настройках, он толком не работает. Все, что он делает, это просто делает экран
тускнее. Все. То есть кондиционер как шумел на минимальной скорости, так и шумит. Итоги я скажу так, плюсы и минусы. Начнем, наверное, с минусов. Нет ночного режима. Нормального ночного режима тут нету. Он просто делает тускнее экран. Минус: нагрев отсутствует. То есть в этой модели нагрев отсутствует, но это именно эта модель. Если хотите, можете заплатить больше денежек и будет вам нагрев. Минус: нету датчика влажности, чтобы можно было задавать влажность в помещении и он ее поддерживал. Как осушитель работает отлично, но у меня тут влажность невысокая и нет возможности это нормально проверить. Также к минусам можно отнести отсутствие автоматической шторки, вот этого вот направления потока воздуха. Ну и самый главный минус — это шум. Он невероятно шумит. Перейдем к плюсам. Компактность можно перенести. Ну, конечно, если у вас труба вот так, как у меня, уже в стену замурованная, то у вас это вот плюс этот сразу отпадает. Цена довольно дешевая, потому что сплит-системы стоят в разы дороже. Ну, даже если вы найдете сплит-систему тоже за $240, то плюс вам надо кого-то вызвать, чтобы ее установили, потому что туда надо закачивать газ. Также вот к плюсам: установка. Установка. Вы тут себе взяли, сами поставили, никого вызывать не надо. Я считаю, это плюс. То есть, если вам надо срочно что-то охладить, раз и все. Какая-нибудь беседка, гараж, не знаю. В гараж вообще удобно его ставить. Себе трубу выкинули, вентиляцию и все. Установка — это однозначно плюс. Реально холодит. Холодит, как вы видели, плюс 9. Это тоже плюс. Это прям плюс самых плюсов, что плюс. Он реально охлаждает воздух. Ну и довольно он сам компактный. Это тоже плюс. Он много места не занимает. Такая коробочка 30 на 30. Я считаю, это очень компактный кондиционер. И то, что он покрывает 25 квадратов площадь, спокойно может охлаждать. Это тоже плюс. Ну, что я могу сказать? Я в принципе могу советовать эту штуку к покупке. Она работает, она свою функцию выполняет. Да, он шумный, да, есть свои минусы, но если вы хотите, чтобы этих минусов не было, покупайте модели дороже. Хотя мобильных кондиционеров тихих довольно не существует, потому что у них вот это сопло, с которого выдувается воздух, очень маленькое. А чтобы ему прокачивать большое количество воздуха и охлаждать, допустим, 20-30 квадратов помещения, ему надо прям хорошо дуть. А если он хорошо дует, он и шумит. Это все понятно и без всяких объяснений. Вроде бы все рассказал, все показал. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, в комментарии опускаемся, пишем. Не забываем за Buy Me a Coffee, не забываем за спонсорство канала. Поддержите, чтобы я мог покупать какие-то более крутые штуки, делать какие-то более крутые обзоры специально для вас. Ну а вы были на канале Kitai QX. До новых встреч. Не забываем за колокольчик и делиться этим видео.